Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Чаплыга, как говорится, по многочисленным заявкам со мной на связи. Михаил, здравствуй. Привет, дружище. Михаил, новость, которая немного тревожит, но, собственно, показывает не бесперспективность всяческих прогнозов о вторжении из Беларуси. Под ружье поставили белорусскую армию, выдвинули к рекам, там нужно быстро, внезапно проверить боеготовность. Ну и, собственно, вот такое бряцание оружием. Вот с этого начался день. И многие уже, ну, скажем так, примеряют вот те старые планы, как Лукашенко говорил, я вам покажу, откуда готовилось нападение. Вот сейчас, собственно, он пытается показать, как он будет это делать. Или нет? Или здесь какой-то другой, более коварный план? Ну, смотри, друже, знаешь как, не принято отказываться от собственных слов, да? Вот, мои слова были следующие, что цель, то, с чего началась, давай так, с самого начала, для того, чтобы понять, что нам ожидать, нужно понять, что с чего родилось, да? Я сразу говорил, что главная вообще причина всей этой войны, причина, глобальная, это передел, зеленый передел против недровиков, о чем сказала, между прочим, недавно мэр Парижа и вызвала большую критику по этому поводу, но мэр Парижа прямо сказал, это идет война недровиков против зеленщиков. Ну, то есть, грубо говоря, был зеленый передел мира, вот эти демократы, фанатики и так далее, вот, и до сих пор мы эти отрыжки все наблюдаем, вот, а недровики устроили войну. Ну, кто недровики? Недровики это Россия, там, значит, Ближний Восток и так далее. Китай в том числе, который от них, в принципе, зависит. Вот, это глобально. А если брать локально здесь, то суть этого всего в Крым, Кемская волость. Помнишь этот фильм? Что ж тут не ясно, что им надо? Кемская волость им надо. С Крыма все началось. Крымом и закончится по ходу пьесы. И, собственно говоря, Стамбул-1, который так и не подписали, речь в нем шла о Крыме. Что нужно русским? Ну, это ж, блин, к бабке, ни гадалки не ходи. Признание Крыма, ну как признание? То есть они готовы признать, что они его незаконно оттяпали. Ну, то есть вот они признают это. При этом готовы признать, что это территория Украины, значит, там, ТРРы, но незаконно оттяпанная, поэтому давайте 15-25 лет будем на эту тему говорить. А эти 25 лет Крым будет под контролем России. Что позволяет вывести все из военной в дипломатическую плоскость, плюс снять вторичные санкции Британии, наложенные после Крыма. Ну, то есть после аннексии Крыма. Что для этого надо? Для этого им вообще нужно было? Им нужно было сухопутный коридор. То есть, когда мы сказали нет, они что начали делать? Они начали пробивать сухопутный коридор. Раз. Гарантия воды в Крым. Два. И соединение с Ордло. Три. Понимаешь? Вот три вещи. Ответь на эти три вопроса. Они добились этих трех вещей? По факту на сейчас. Ну, по факту на сейчас пока что да. Да, Но все остальное... Но если читать журнал Forbes о готовящемся ударе на Мелитополь, рассекающем этот сухопутный коридор, то не все так очевидно. Ага. То есть ты считаешь, что реальные планы армии, они озвучиваются в журнале Forbes, да? Но это удивительно, но это факт. Это удивительно. А то, что британские ученые ушли на второй план, и вместо них вышла британская разведка, тебя не удивляет, да? То есть были британские ученые, никого не трогали, делали открытия. И вдруг вместо британских ученых уже год у нас британская разведка. Это никого не удивляет, да? Причем орган, который является самым секретным, тихим, это вообще ты его никогда про него ничего не услышишь, вдруг становится ньюсмейкером. Это тебя не удивляет, да? А после этого мы читаем в Форбсе о всяких планах военных. Это тоже уже, ну, в принципе, уже не должно удивлять после британской разведки. Я правильно понимаю? Угу. Ну, и на всякий случай вам скажу, что в советское время руководители разведки разных рангов, но руководители, они жили под легендой. То есть он мог жить в вашем доме, и вы даже не знали бы, кто это. Сегодня в наши дни вы знаете всех руководителей всех разведок мира, они выходят на телевизор, рассказывают про планы. Ну, короче говоря, ньюсмейкеры. Арестович просто отдыхает, блин, тихонько в углу, понимаешь, по сравнению с этими товарищами. Поэтому обсуждать то, что, в принципе, написано в Форбсе, это интересно, конечно. Я никогда не сомневался в способностях Форбса знать все военные планы Украины. Да, при этом коррелировать их с планами, например, в Йемене. Почему бы и нет? Вот. Ладно, бог с ним. О чем мы говорим? Мы о Беларуси, да. Да, мы говорим о том, что все остальное было отвлекающий маневр, как я, в принципе, и говорил.
Все остальное отвлекающий маневр. Кемская волость. А теперь вернемся на секундочку к Беларуси, а потом вернемся обратно. Так вот, для того, чтобы порешать свои вопросы на юге и закрепиться, им нужно две вещи. Первое. Это так называемый периметр безопасности ЗАЭС. Друг мой, я уже объяснял в нескольких эфирах, скажи мне, пожалуйста, ЗАЭС питается, контуры охлаждения ЗАЭС, они с какого водохранилища питаются? Каховского. Да. Хорошо. Если мы смотрим на карту, левый угол Каховского, вот смотрим на карту, левый угол Каховского водохранилища упирается в куда? В Новую Каховку, правильно? А там ГЭС стоит, да? Угу. Но это не важно. Откуда пошел Северо-Крымский канал? Оттуда же, да? Ага! То есть в левом углу ринга Северо-Крымский канал, питающий водой Крым. Чуть ниже этого всего пояс безопасности, который соединяется с сухопутным вместе, соединяется с Ордло. А в правом углу ринга ЗАЭС, которая ни хрена уже в принципе питать там не может, потому что нет индустриального кластера. И единственный, кому интересно, для экспорта электроэнергии в Европу. Ясно. Если мы фиксируем периметр безопасности, означает, что мы фиксируем Южный фронт, то есть, по сути, признаем де-факто ситуацию там. Это тоже, наверное, не всем, но я надеюсь, после моих слов будет понятно. Теперь вам будет понятна вся суета. Вчера постпред России в Австрии проводит Плідні, мой друг, перемовины с товарищем Грося. Есть такой Грося, глава МАГАТЭ. Большой друг Макрона, который вечно звонит Путину, но что-то не может дозвониться. Но единственное, что товарища Макрона интересует, это то, чтобы в будущей Ялте-2, сейчас я расскажу, что это такое, были учтены интересы России, безопасности России в Европе. Ох, как его критиковали за это, да? Да, Демарш устроили ряд стран. Кто устроил? Ряд стран. Польша, Словакия. Варшавский договор, я правильно понял? Не, и часть бывшего Советского Союза, да. Варшавский договор. Бывшего нету. Ты имеешь в виду эту Прибалтику? Так да. Я тебе сразу скажу. Они во время Советского Союза были не признаны, более того, западным миром, в частности США. Они считались временно оккупированной территорией, с чем СССР, собственно говоря, соглашался, что не мешало вести торговлю. И именно эту формулу Прибалтики, собственно говоря, и закладывали в вопрос Крыма, когда готовили Стамбул-1. Были же 3 прибалтийские республики в Союзе, они считались временно оккупированы, что не мешало жить всем в мире и здоровье, правильно? Вот, собственно говоря, эту формулу и закладывают. И именно поэтому только эти 3 республики стали НАТО. О чем я еще, по-моему, с тобой же в эфирах давно, за год до войны говорили. Я на пальцах пояснял всю эту картину и говорил, что, собственно говоря, больше никакая Советская Республика никогда не станет страной НАТО. Понимаете? Кроме этих 3. Хорошо, эти 3 плюс Варшавский договор. Я правильно понял, кто там взбунтовался? Извините, под предводительством этого в тумане Альбиона. Я правильно понимаю? Ясно, проехали. В общем, мнение этих товарищей мало кого интересует, поскольку скоро в Британии, запомните этот твит, что называется, скоро в Британии опять поменяется правительство, придут лейбористы, и Британия обратно попросится в Евросоюз после сильнейшего экономического падения. На этом закончатся все эти влажные фантазии по поводу того, чего, в принципе, собственно говоря, посмотрим, как оно будет. В общем, приблизительно так. Теперь... Прям попросятся. Попросятся, да. Не попросят, а попросятся. Попросятся, да. Да. Знаешь, как я всегда говорю, нельзя научить, можно научиться. Вот точно так же и здесь. Попросятся. Но это будет чуть позже. Хотя, в принципе, в следующем году приблизительно. Вот. Теперь нам становится чуть более понятно, что же хочет, кстати, Макрон не один. Шольц, сейчас мы вернемся к Беларуси, мой друг, это все для понимания. Шольц тоже сказал то же самое, не поверишь. Причем он повторил у них как-то, знаешь, как это, на разных уровнях. Сначала Шольц, через месяц Макрон. Потом Макрон, через месяц Шольц. Вот они как-то так, знаешь, как 2 звезды. Собственно говоря, понятно. Весь Евросоюз – это Франция и Германия. Да? Франция – мозги, а Германия – кошелек. Вот. Было. До тех пор, пока их раком не нагнули. Кто же их нагнул?
в рамках зеленого перехода, нагнули их США. Газик им продают. По разным данным, Макрона и Шольца от в 7 до в 10 раз дороже, чем в США. Плюс 700 с чем-то миллиардов, то есть это практически триллион, который выделяет США себе, вопреки и насрав на ВТО и на глобализм, который продвигали, а Китай, господи боже, я дожил до того дня, когда Китай обвиняет США, демов при власти в США транснационалов, в том, что они разрушают глобалистический международный порядок. Господи, Оруэлл перевернулся в гробу, наверное. Вот. Ну ладно, бог с ним, это такое. Хорошо, нам это все более-менее становится понятно, что же хотят немцы и французы. Они говорят, вы знаете, протяженность границы большая, а Россия никуда не денется с карты. Ну вот никуда. Я забыл. По нашим нарративам она развалится на 74 государства, у каждого по ядерной дубинке. Они будут бегать, дубасить друг друга. Правда, те, кто продвигают этот нарратив, не задаются вопросом, а что же будет у нас, если они бегать будут через нас и бежать беженцы будут к нам или через нас. Но никто этим вопросом не задается. А я всегда говорил, кстати, умные патриоты украинские говорили, молитесь на то, что в России ни хера не было. Потому что когда, не дай бог, эти 150 миллионов начнут друг с другом там внутри воевать, понимаешь, тапки полетят сюда. Мы маленькие для того, чтобы весь этот поток сумасшедших принять и отправить в Европу. Я очень сомневаюсь, что Европа их примет. Поэтому хай там буде добре, блин. От сидять собі тихенько і сидять, понимаешь, щоб нікого не чіпали. Вот, но, собственно говоря, эту же херню прекрасно понимает Макрон. И прекрасно понимает Шольц. Не поверишь, финны вышли. Финны в кои-то веке вышли. Сказали, знаешь что? Говорит, это 1000 километров протяженность границы. Дружить надо, понимаешь? 1000 километров граница. Вот. Естественно, это не устраивает товарищей Варшавского блока и Британию, но их мнение уже мало, в принципе, кому интересно. Вот. Собственно говоря, с этого сыр-бор. Хорошо. Так, возвращаемся. Кемская волость. Отвлекающие маневры в Киеве. Что там, где там жесты доброй воли были? Харьков, да, Харьков. А что ж Харьков, да. И там, там аммиакопровод проходит, ядрить твою дивизию. Вчера-сегодня, еще пару дней, между прочим, будет сидеть в Украине товарищ главный по ООН. Главный по ООН отвечает за что? Он отвечает за зерновую сделку. Ну, я ее называю зерновой сговор, потому что я четко понимаю, что это такое. А знаешь почему? Скажи мне, мой друг, а чье зерно, выращенное на чьей земле, вывозится из Украины? И кому и куда? Просто знак вопроса, не будем отвечать. Скажи, пожалуйста, а прибыль государства с этого всего состоит в чем? Если это частные, а особенно транснациональные корпорации. А прибыль состоит в оплаченных налогах. Друг мой, а сколько налогов мы получили с этой херни? А пусть каждый напишет письмо в налоговую и спросит, а сколько же налогов получило государство с этого? Помним, что поскольку война, мой друг, и не время на такие мелочи, продавать валютную выручку не обязательно. Понял? Не обязательно. А когда они вывозят, мы возвращаем им ПДВ. Но сразу. Да. А много, наверное, вернули, да? Ага. А что же еще в этой зерновой сделке? Оказалось, подпись под этим стоит, что оказывается неотъемлемой частью зерновой сделки является что? Аммиакопровод. А откуда же он взялся? Он взялся из города Тольятти. Из города Тольятти куда он идет? На ОПЗ, Одесский припортовый завод. А проходит он аккурат там, где русские жест доброй воли сделали? Это там, где я за месяц говорил, что, собственно говоря, это отвлекающие цели, они уйдут? Ясно. Ты смотри, как интересно это получилось. Угу. Вот 4 дня будет товарищ из ООН у нас тут находиться. Значит, одновременно проходят 2 процесса. Процесс первый. Периметр безопасности от Крымского Северного каналу до ЗАЭС. Это фиксируется южная, да, часть? И в параллель проводятся переговоры о том, что оставшийся кусочек выхода к морю в Украине, который находится теперь под контролем Турции и России, 2 страны контролируют наш выход к морю, то есть его ни хера нет, в плане суверенитета, согласно зерновой сделке,
Оказывается, там должен быть еще азот, ну, в смысле удобрения, ну, в смысле Аммиак, да. аммиак, да. А теперь ты понял, почему света нет в Одессе? Нет света, нет аммиака. Мы не против. Но света нет, завод не работает. Что не ясно. Ой, слушай, а А если какие-то... ты захочешь узнать, когда будет свет, вчера э, это засекретили. Это тайна, да. Вот это прям очень удивительная история, потому что враг может Ага, узнать, когда хотят дать свет, и ага. нанести удар, Враг, и света не будет. враг может узнать. Прости, а не враг ли этот разрабатывал всю энергетическую систему в Советском Союзе у нас? Может быть, этот враг, в принципе, чуть лучше нас знает, как оно работает. Понимаешь? Потому что у нас-то оно уже теперь частное. То есть некое... Было государственное, потом это декоммунизировали, отдали в частные руки, потом русские это нахер развалили. Мы за кредиты государству, за государственные деньги, за твои это восстановили, чтобы оно опять было частным. Нормальная схема, правда? Ясно. А потом засекретили. Кстати, генерацию мы засекретили ровно через 2 дня после того, как я дал ссылки на сайте, ну, то есть всей этой генерации. А потом сказали, что это все злые враги. Враги рассказывают всякие глупости. Враги. Но глупости-то в чем заключаются? Не в том, что мы отдаем электрику в Европу и забираем. Это нормально. Нам нечем маневрировать сейчас. Ну, потому что русские это расхерячили. То есть мы маневрируем через Европу. Когда у нас пик мы отдаем, потом мы забираем, в принципе, баланс в ноль. Поэтому теории зрады тут нет. Наоборот, спасибо Европе, что мы можем маневрировать. Но как проходит расчет, это секрет, конечно. Вот. Генерация, уровни генерации почему-то засекречены. Ну, не знаю почему. Но тем не менее. Причем в Молдове тоже. Именно через туда идут в основном. Ну, там тоже. Теперь секретно. А теперь еще и в Одессе. Но прежде чем засекретить секретные одесские, когда там свет будет включать, сперва что случилось? Вышли товарищи из ОГА. Ну, госадминистрация. Это же официальные лица. Мы можем с тобой на них ссылаться, правда? Ну, конечно, да. Ну, судя по лицам, они очень официальные. Как видишь это лицо, понимаешь, официальное. Сразу. Вот, знаешь, не раз отмечалось доской почета. Вот. Раз, значит, выходит официальное лицо и говорит, вы знаете, 2 месяца не быстрее. 2 месяца не быстрее. Я понимаю, зачем. С намеком на то, что в ближайшие 2 месяца ваш ОПЗ хер включится. Где в этой формуле люди, лучше не спрашивай меня. Это лишнее. Вот, ну, то есть не мы виноваты. Это он ОПЗ не включит, мы очень хотим. Но он не включится, потому что вы, суки, расхерачили нам электрику. Но внезапно выходит ДТЭК, частная компания, говорит, вы что, охерели, что ли? Да тут на 3 копейки работаю, блин. Сейчас мы включим, да и все. Ну, пару там генерирующих мощностей будет не это самое, но все включится. После этого у товарищей сходится в мозгу, что с одной стороны политика, где мы сообщаем, что ОПЗ хер включится, с другой стороны выходит ДТЭК и говорит, да хоть завтра. Соломоново решение. Засекретить эти данные. Чтобы враг не знал, когда на Молдаванке будет свет. Что не ясно? Ну, все ж понятно, правда? Ясно, мой друг, ясно. Где же тут Беларусь? Ну, ядрить мы уже ходим 3-й раз по кругу, где Беларусь? Да слушай, да очень просто. Знаешь, как это? Воры в машине, знаешь, как делают? Они это на светофоре. Выскакивают, говорят, у тебя колесо заднее спустило. Ты тормозишь, выскакиваешь за задним колесом посмотреть, а в это время выносится барсетка с переднего сиденья. Теперь вам понятно про Беларусь и Юг. Еще раз подчеркиваю, Кемская волость, Юг их интересует. Их нахер не интересует все, что в другом месте. Вообще ничего, блин. Их интересует только прямой коридор. Даже это Луганское, как они ее там называют. Образование это, блин, как они его назвали. Наша Луганская область. Она их не интересует. И у них там задача простая. Расхуярить в ноль. И вернуть нам. Ну, типа, вот, вы же хотели, чтобы мы вышли. Ну, мы и вышли. А все, теперь ваше. Понимаешь? Вот. А то, что там, извини, воды не было, света, вообще ничего. Город прекрасный. Прекрасный город был. Северодонецк. Был. Слушай, ты знаешь, что они там начудили? Ну, это же просто кошмар. Они, когда заходили, вот то, что было до 24 числа, а потом они продвинулись вперед. Так вот, в этом коридоре серой зоны, где они продвинулись вперед, там не было ни связи, ни электрики, ни тепла, ни воды, ничего. Соседи, которые много-много лет жили вместе в многоквартирных домах, а те, которые уехали, те соседи, которые бухали с ними десятки лет вместе,
чтобы не ходить, извини, посрать на нулевой этаж, на первый. Они ходят срать, взломали те квартиры и срут там, потому что ничего не спускается. Это чтоб ты понял вообще, что происходит в этой серой зоне. Она им нужна? Нет, они ее отдадут, понимаешь? Им вообще это не интересно там, не интересно. Им интересно ниже. Крым, коридор, прямой путь. А еще им интересно сделать из Украины обрубок. А обрубок – это обойти Одессу, ну нельзя ее трогать, поэтому сделать а-ля аппендикс. И до Приднестровья. Не зря они шатают Молдову. Причем серьезно шатают, понимаешь? А генерирующие мощности, между прочим, Приднестровье, мой друг. Так вот что они хотят. Это ж понятно, как божий день. Тогда не Либо, укладывается стоп. Херсон в эту картину мира. Чемодан без ручки. Ну мы с тобой за месяц до того, Нет, как его сдали, говорили. как ты обойдешь Одессу без Херсона? А кто тебе сказал, что они не собираются его вернуть? Ты понимаешь, в чем дело? Мы очень долго держали очень грамотную оборону и перемалывали их. Как мудро поступил, мы кричали, я нет, но многие кричали зрада. Помнишь, когда после 24-го поперли русские через Сумскую область, там, через Чернигов и так далее? Мы же отступали, помнишь это? И что случилось тогда? Тогда случилось, Залужного это была тактика, очень мудрая. Русские растянулись такими нитками, это же обозы нужны. Ты когда идешь куда-то дальше вперед, тебе же надо чем-то подвозить, тебе составы нужны с дизелем. Ну, танчики на чем ездят? На ветряке и кизяке или на велосипеде? То есть тебе нужны поставки. И вот такими нитями растянулось это все. Что сделали наши войска? Они начали их долбить по этому всему. Они дали им зайти, растянуться, а потом мы их начали перемалывать. Понимаешь? И на определенном этапе им пришлось сделать что? Жест доброй воли. Ну, потому что это нереально просто дальше это все держать. Понимаешь? Это была наша победная тактика, очень грамотная. А что сделали товарищи в Херсоне? Очень просто. Они же сказали, ну гештальт закрыт, что по гештальту? Мы должны отдать. Они отдали на тобі Боже, що мені не гоже. Я сразу говорю, что Херсон чемодан без ручки, они не будут его держать. Он без области ничего не стоит. Ну, кроме того, что он просто город. С точки зрения ну, извините, цинизма, да, там, геополитической важности. Они его отдали. А что же они себе профиксили? Они профиксили Кинзбургскую косу, с которой что делают? Стреляют по Очакову. А Очаков это что? Это мы много раз говорили. Конвенция Монтрё, военная база, где могут находиться корабли Британии, постоянно. И что это? Это точка контроля Крыма. Это то, с чего началась вся война, собственно говоря. Понимаешь? Так вот, с Кинбурна они обстреливают Очакова, его контролируют. Понимаешь? Что они оставили за собой? Северо-Крымский канал, то, что им нужно. Коридор, в том числе коридор безопасности, логистический коридор и ЗАЭС. Что не ясно, ради этого все было. Знаешь, как в этом фильме было, День выборов, да? Так ради этого же вся песня писалась. И видишь, в этой формуле нет всего остального. Нету. А зачем же тогда Беларусь? Давай вернемся на секундочку в дни подписания Беловежских соглашений. Это давно было. Я был маленьким, да, маленький был. Но помню хорошо все, что было. Ну, условно маленький, уже в таком боевом возрасте. Вот, уже политикой даже занимался, условно, по-детски, конечно. Так вот, перед подписанием Беловежских соглашений было денонсировано соглашение о создании СССР. Помнишь такое? Угу. Интересная штука. Мы к ней как-нибудь еще вернемся с тобой месяца через 2. Интересная тема. Почему через 2? Ну, тогда она станет более актуальной для всех и понятной, потому что розовые пони должны наконец-то запомнить, что суть и сила Британии в том, что там до сих пор действуют акты 1200 какого-то года. Сколько смен властей было, королей, королев и всего остального. 1200 какого-то года. А если мы будем забывать акты, которые были всего-то там 70-80 лет назад, то это очень плохо для будущего государства, понимаешь? Но не все розовые пони еще это понимают. Поэтому подождем. А что же в голове у Путина? А в голове у Путина следующая штука. Западная. Это ошибка Сталина. Не надо было ее пришивать. И все было бы хорошо с его точки зрения. Логика? Логика. Железная. Что происходит в Украине? Я много раз доказывал. На пальцах, эмпирически.
с цифрами, статистически, выборы, ну чем угодно, доказывал, что в Украине существует два пика исторических, социоэкономических. 25%, я их называю четвертак, и 75%. И каждый раз на выборах мы это видим. Каждый раз президенты приходят на 75% и одевают 25% на глобус 75%. Каждый раз эта сова рвется, бедная жопа этой совы. Глобусу, в принципе, все равно. Но на сей раз треснул глобус. Вот такая херня, малята, понимаешь? Так вот, либо мы, я всегда до войны это говорил, учимся жить 100% вместе, ота єдина, соборна и так далее, где 25 уважают 75, 75 уважают 25. Никто не пытается одеть сову на глобус и рассказать, кому как жить, понимаешь? А живут вместе. Либо случается то, что приходят враги, которые ищут линии раскола в Украине. Языковые, религиозные, культурные, исторические, какие угодно. И начинают, суки, долбить по этим точкам. По точкам разлома. Понимаешь? Ну, а мы ж вместо того, чтобы сшиться, начинаем, блин, друг другу выяснять, у кого мова чище, понимаешь? Чья віра краще. Идиоты. Ну да, чей крест православнее, да. Чей крест православнее, блин. Господи Боже. Вот я, знаешь, думаю, Бог, наверное, уже с ума сходит от этого всего, наблюдая сверху. Так вот, а как ударить по этой линии разлома? Нужно что сделать? Устроить фейерверк, я называю. Почему фейерверк? Фейерверк с Беларуси. Почему фейерверк? Потому что там все очень нормально с точки зрения инженерно оборудовано. Мы очень грамотно подготовились. Там нормальная взаимодействие, кооперация между военными и гражданским населением, очень доверительное и нормальное. Там настоящее ТРО и военные. Настоящее ТРО, в смысле не паркетные вот эти вот, а реально военные. То есть там классные пацаны. И очень все грамотно сделано. И граница обустроена, и инженерно, и заминировано, и дороги советы. В общем, короче, там все сделано. Хер они что там сделают. Но могут ли они оттуда тапками покидать? Могут. Могут ли они устроить мега-провокации? Мега. С попытками зайти, положить кучу мяса, блин, и так далее. Так могут. Но если они начнут это делать, хочешь ты того или не хочешь, тебе нужно будет отвлечь туда логистику, обеспечение, военных, амуницию там и все остальное. Хочешь или нет, тебе придется это делать, правда? А в условиях, когда у тебя все очень ограничено, в Европе дизеля нет, мой друг. Сейчас мы об этом тоже можем поговорить. А если этого всего нет, а у тебя нет света и так далее, то что? Вот эти вот мизер ресурсов для обеспечения логистики ты начнешь оттягивать туда, где будут активные действия. А если у тебя активные действия будут в 3 точках, ты сможешь эффективно это делать? Когда у тебя, ну об этом не говорят по моноэфиру, но извини меня, там под Бахмутом мясорубка такая, что, наверное, те, кто, скажем так, живописали происходившее Первую мировую войну, а потом и во Вторую, прозрели и посчитали, что и Первая, и Вторая мировая это были просто детские шалости в садике, понимаешь? По сравнению с тем, что происходит там. Так, а почему? Вот, ну, вот... Стой. У тебя там Беларусь на север-запад, правда? А главное для русских что? Юг, мой друг. И вдруг появляется Forbes, который говорит, вы знаете, да, именно там мы собрались идти. То есть при мясорубке на востоке, при том, что белорусы собираются фейерверки делать, ну, без реальной цели. Ты себе представляешь белорусы, которые берут Львов? Но это все равно, что соросенок с лопатой, да, то есть вот оно как-то так, да. Миш, а Ровно, а Луцк? Ровно, ага. Это ты собрался что, белорусскими войсками идти по угодьям Копачей и Бурштина, что ли? Там не пустят. Не, мой друг, я не хочу обижать украинскую армию, но войска этих Копачей Бурштина, что на Волыни, что в Воронской области, я очень предупреждаю этих товарищей белорусов и русских, что, в общем, лет так через пару миллионов они сами станут бурштинами, понимаешь, там. Это очень опасная местность. Не советуем. Там даже войска прокуроров гинули, понимаешь? Элитные прокурорские войска, блин, сгинули там, понимаешь? Я уже молчу про всех остальных. Никто там не пройдет. Но отвлечь могут? Могут. Ты понимаешь вот к чему? То есть, когда что-то готовят, это не значит, что это суть.
Это может быть отвлекающий маневр. Легче ли людям, которые живут в Ровенской области, Волынской от этого? Нет, не легче. Коню, понятно, не легче. Поэтому нужно быть, да, на стреме и внимательным. Взаимодействовать с нашими войсками, говорить о том, что происходит. Все может начаться с любой провокации. Малейшее внимание на все. То есть вот, и насколько я знаю, что есть и горячие линии, и все. То есть есть вот именно во взаимодействии гражданского населения и военных лежит суть того, что мы можем уменьшить возможные наследки вот этих фейерверков. Но когда они попрут фейерверками, что же они захотят? Они перед этим лупанут. Ну нет смысла по-другому делать. Это моя логика. Может, я ошибаюсь. Но устраивать фейерверк с Беларуси до того, как вы закончите катарсис, нет смысла. Сейчас, напоминаю, 90% катарсиса. То есть ни живой, ни мертвый. Знаешь, вот это состояние комы, да? Ни живой, ни мертвый. Ну, вроде не умер, но и не живешь. Так вот, 10% это удары по генерации. Это когда все и на следующие 2 года минимум. Понимаешь? Когда бьют по генерирующим мощностям. Тогда полный тотальный блэкаут. Вот тогда, да, тогда и для них появляется смысл валить с Беларуси. Понимаешь? И что-то делать на юге. И тут появляется Forbes, говорит, вы знаете, да, украинские войска готовят наступление, 4-е наступление на Запорожском направлении. Нахера вы об этом говорите? Зачем вы это сказали? Кому вы это сказали? А может, вы слить нас хотите? Ну, такое есть подозрение. А вот если вы слить нас хотите, то, наверное, вернемся к словам товарища анархиста в моем лице, который говорил, что глобальный гештальт закрыт. То есть, уважаемые товарищи в лице КНР, РФ, некоторых стран ЕС, собственно говоря, ЕС это Франция и Германия, все остальное это не пришейку были хвист, и США договорились поделить мир. Знаешь, как это? Изя и с одной стороны и Одесское пароходство с другой договорились покрасить пароход. О! Но мне скажут, ну подожди, если гештальт закрыт глобальный. Я говорю, да, глобальный. И открытый карт-бланш. Знаешь, что такое карт-бланш? Белая карта, карт-бланш. То есть, товарищи, мы гештальт закрыли, это на глобальном. А теперь локально. А локально, ну когда будет, тогда будет. Потому что и Российская Федерация, и Украина считают, что чем позже они это дело подпишут, этот карт-бланш открытый после закрытого гештальта, тем лучше будут их позиции. Каждая из сторон считает, что ближе к весне, а мы считаем, что мы оккупируем Москву, они считают, что они дойдут до Приднестровья. Ну что не ясно? У каждого Да. свой. Вот, теперь мы понимаем же, что происходит. Да? На фоне этого всего беснуются Европа, ООН и все остальные, потому что им нужно зернышко и удобрение аммиак, правильно я понимаю? А Европе нужно еще получать электрику с ЗАЭС, поэтому каким-то образом надо устаканить эту тему. Ну, блин, ну вот же, оно все как бы исходится в одну точку. Что ж тут непонятно? Михаил, здесь вопрос не праздный. Да, вот мы о Бахмуте поговорим сейчас еще более детально, но вот из такого, ну, противодействия, вот каждое там, ну вот последнее время, каждый день, да, вот каждый там день через день горят подмосковные то гипермаркеты, то какие-то заводы, то еще какая-то история. То есть такое, вроде бы торговля, вроде бы там стройматериалы, но горит. Прилетело в Клинцах, Брянская область, 50 километров от границы с Украиной, прилетела, ну, там утверждается, в казармы, по военному объекту, есть видео с места, показывают воронку, официальная российская пропаганда говорит, что летела ракета, сбили, ну, какие-то осколки, чего-то там покрошили. Ну, и вот Бортников, которого было не видно и не слышно, да, руководитель ФСБ, говорит, что 64 теракта мы предотвратили, 400 украинских националистов на границе задержали. С И визитками вообще, Яроша или без? ну, я думаю, что да. И вообще, вот, собственно, да, вот приграничье, вот, мы пытаемся, вот сдерживаем эту навалу украинцев, которые пытаются решить свой вопрос на территории Российской Федерации. Исконной, да, вот, ну как, по 91 году. А, А а на, если а возьмем в- раньше, то это наши исконные. ну да, а вот в Энгельсе в аэропорту даже выложили
Вот, ну, можно поерничать там телами, да, ну нет, не телами, выложили надпись, там, смерть нацистам, это туда, куда прилетело, там, Серьезно? Ой, не знал. чуть больше недели назад. Эти фотографии публикуются там в разных телеграм-каналах, что, мол, вот, смотрите со спутника там на нас. А что может Украина, скажем так, учинить и учудить такого, что смешает карты вот по этому же принципу, о котором мы вот говорим в отношении Украины, только для россиян. И на самом-то деле это могут быть там комариные укусы, которые там можно расчесать до крови, или это будет нечто серьезное? Давайте так. Что может быть на самом деле, я не скажу, потому что ну, у меня такой принцип. Да? Я раскрываю планы того, что хочет Россия, чтобы мы были к этому готовы и понимали. Но я никогда не говорю о том, что реально может делать Украина, потому что нас с тобой смотрят, ну, грубо говоря, я, конечно, играющий тренер, и все-таки моя страна Украина. Я не собираюсь никому подыгрывать там. Но есть то, что попадает в мою теорию переворота доски, так называемой. И в теорию того, что называется «да сгорит и нахер весь мир, если в нем нет места Украины». Я же прекрасно понимаю, что постоянно идет контакт США и России. Я же знаю, что гештальт они уже закрыли, по крайней мере, эту серию. Я же прекрасно понимаю, почему вот этот потолок на нефть был введен только 5 декабря, и именно 5, ну и так далее. Ты же понимаешь, что если мы возьмем данные, например, Bloomberg сегодня, по-моему, или вчера вечером, Bloomberg опубликовал, насколько вырос добыча и экспорт нефти за период с 5 декабря, с момента введения. Как Азия обогатилась на этом. То есть экспорт русской нефти после этого всего вырос, понимаешь? Вырос. И заработали больше. Угу, ясно, говорит нам Bloomberg. А что же случилось? А случилось то, что Европа, знаешь, есть санкции, а вот сейчас в Европе происходят сосанкции. Ну вот есть пение, сопение, санкции и сосанкции. В США санкции, а в Европе сосанкции. Ну, США, они же солидарны. Солидарны. Санкции, сосанкции. В Европе сосанкции. Значит, в чем суть этих сосанкций? Суть в том, что сначала Европу лишили газа, потом лишили электрики, а сейчас их лишат нефти. Ну, нет, ее не лишат. Будут покупать, но в 10 раз дороже. И с дизелем проблемы будут. Понимаешь? Серьезные. И уже начались. Скажи, пожалуйста, ну дизель, ладно, для генератора тебе там литров 20 хватит, да? Это нормально. А скажи, сколько нужно цистерн в день на одну мотострелковую дивизию? Представляешь? Дизеля. На одну в день цистерн, состав. А где ты их будешь брать? А это в обычный период. А в период наступления? А откуда мы берем? Из России, может быть, берем? Нет? А дирижабли не летают откуда-то из Катара к нам с дизелем? Не летают, нет? Нет. Угу, ясно. А гиперлупа США тоже нет, да? Тоже нет. Ясно. С Европы, да? Угу. Ясно. А я же сказал, в ноябре закрывается тема. Танчик, еще раз говорю, он на ветряке и кизяке ездит или на дизеле? Вот и активизировались дипломатические переговоры. Ну, я прям не знаю, что бы тебе еще такого рассказать интересно по поводу того, что будет дальше. Ну, все ж ясно. Тема закрывается. За стол переговоров, говорят, нам нужно садиться. И судя по дипломатической активности за эту неделю, все прекрасно все понимают. Но сесть за этот стол и подписать Стамбул-2, отказавшись от Стамбула-1, а Стамбул-2 в 10 раз печальнее, скажем так, чем Стамбул-1, это было бы, ну, я думаю, что ты первый бы возглавил революцию с вопросом, а нахера это все было. Логично? Вот, видишь, интересная тема получается. Значит, что нужно? Значит, нужно заморозить конфликт, в прямом смысле этого слова, именно от слова заморозить, и поддержать до весны. Тогда глядишь, к тому моменту как раз вызреет Ялта-2, который я обещал. Ялта-2 это большая упаковка, где запакован локальный Стамбул-2. Ялта-2. Помнишь, начиная с апреля месяца,
А дальше это шло по нарастающей. И сейчас ты в новостях это можешь видеть. Наше предложение касательно глобальной архитектуры мира в Европе и вообще. Помнишь, да? Это же мы инициировали. И мы Ну, сказали, гарантии что безопасности, да. не только наши, а всей Европы. Да. Это не то ли же самое, о чем говорят в России, говоря о предложениях своих в декабре. Помнишь, они до войны в декабре выставили ультиматум США. И сказали, давайте говорить. Это не то ли же самое, о чем говорит Макрон и как его, Шольц, когда нужно учитывать стратегические интересы России, да? Ну как можно выстроить в Европе гарантии безопасности без учета всех игроков? Логично. Мы даже, по-моему, перед Стамбулом-1 или во время Стамбула-1 говорили о том, что вполне нужна даже подпись России под этим всем. Понимаешь? Ну, как не гаранта, а как того, что согласилась. Ну, с такими условиями. Помнишь Да было? нет, ну вначале было и как гаранта. И Ну, как не гаранта будем. даже. Не И как будем, да. гарант. Это в Не самом будем. начале первый этот Стамбул, Да. который вот готовился. Зеленский тогда чуть ли не каждый день призывал сесть за стол переговоров в российскую сторону. Ну, и вот, Да. а получилось, как получилось, да. Ну вот я вот так сижу и философский, значит, такой экскурс в историю делаю, потому что многие розовые пони, которые нас смотрят, они, понимаешь, у них причинно-следственные связи, и как у рыбок гуппи, память, она не очень длинная. А мы с тобой издеваемся над ними, понимаешь, и начинаем охоту на краснокнижных розовых пони, вот, возвращая их в историю. И когда эти все розовые пони начнут осознавать, что было в конце марта и что есть сейчас, они зададут дурной вопрос на хиба. Понимаешь? А с вопроса нахиба начинается внутренний конфликт, который пострашнее внешнего. А отсюда мы делаем вывод, что военное положение не закончится никогда. Потому что если его отменить во всей стране, то вопросы нахиба, штук по 10 в каждой голове, приведут к очень нехорошим вещам. А что нужно сделать, чтобы их не было? Потому что Ялта-2 и так неизбежно. А в нее красиво, это Ялта-2, это не про нас, это про архитектуру мира в Европе, короче, с учетом интересов Марса и так далее. А внутри маленький Стамбул-2. Его уж там не видно. Но для того, чтобы это все было, нужно что сделать? Нужно хорошо подморозить мозги. Иначе вопросы рождаются дурные, понимаешь? А плюс еще, как мы с тобой обсудили, карт-бланш. Это когда гештальт закрыт, но, собственно говоря, то есть вы поставите подписи по факту. Всегда. Переговоры – это всегда по факту. Если тебе вешают лапшу о том, что переговоры возможны на каких-то предварительных условиях, о яблонях на Марсе, там, не знаю, вторжении Венеры, блин, или что-то еще, это все в пользу бедных. Значит, переговоры всегда, подписи всегда фиксируют текущее положение дел. Поскольку обе стороны считают, что к моменту подписания, к дедлайну, мы возьмем Москву, а они возьмут Приднестровье, ну, вот на этом мы порешали. А между тем, как мы возьмем Москву, а не Приднестровье, лежит зима, заморозка конфликта. А чтобы хорошо морозилось, устроили проблемы с дизелем по всей Европе. О, сходится 2 плюс 2, да? Сходится. Где здесь наши удары по российской территории? Теперь о ударах по российской территории. Скажи, мой друг Энгельс, его друг Кауский, не 4 ли аэродрома в рамках СНВ-3 собрали в себя всю стратегическую авиацию? Как договорились, что такое стратегический баланс двух стран? Это когда Россия, с одной стороны, обладающая ядерной триадой, подчеркиваю, не все понимают, что такое триада, думают, что если у тебя есть ядреная бомба, то ты уже ядерная держава. Сори, нихера. Триада. И США обладают ядерной триадой, подчеркиваю. Так вот, чтобы они друг друга не спалили сходу, вот, договорились, что не надо разбрасывать стратегические бомбардировщики везде, где вы их видите. Не надо, потому что за ними следить сложно. Потому что для того, чтобы мы понимали, что мы друг друга не палим, вы, пожалуйста, свои соберите на вот этих аэродромах, а вы свои соберите на этих. Понимаешь? Тогда мы со спутников, и не прячьте их в ангары, чтобы мы со спутников видели, где сколько чего стоит. Правильно я мыслю? Ясно. Собрали. Однажды, это очень интересная история, однажды русские решили один бомбардировщик оттуда отправить в музей, на какую-то выставку, поближе к западной границе.
Поставили его там. Тут же звонят товарищи из США, говорят, это что за хрень у вас там происходит? Вы нахера его подвинули ближе к нашим границам, нарушив глобальный баланс? Русские говорят, да ничего мы не нарушали, мы типа в музее его, ну, грубо говоря, там выставка, показать его. Говорят, нет, друзья мои, нет. И чтобы он там стоял, и мы вам не звонили. Вы должны что сделать? Стойки шасси ему подпилить нахрен и снять авионику. И показать ее нам. Вот тогда да. Это чтобы ты понимал, насколько серьезна эта тема. Так вот, Энгельс – это один из этих 4 аэродромов, за которыми круглосуточно, в открытом режиме, наблюдают США. Равно как такие же аэродромы есть где? В США. Когда нам говорят о том, что взлетают какие-то там стратегические бомбардировщики с аэродрома в Энгельсе и наносят удары по нам, понимай, каждый должен это понимать. Не может взлететь бомбардировщик стратегический с Энгельса, не предварительно не согласовав его маршрут и время с США. Понимаешь? Потому что когда взлетает стратегический бомбардировщик, другая сторона должна четко знать, что он летит не на них и не к ним. Ясно? То есть получается, каждый взлет заранее известен США, контролируется США, и они это знают до того как. А что ж тогда за война такая? Стоп, мой друг. Война. А ты мне еще задай вопросы по поводу транзита газа, под видом транзита. То есть в Украине... Нет, давай про самолеты. Это прям очень интересно. Это прям очень интересно. И что означает этот удар украинский? Вот, мой друг, правильно. А я с чего начал? Гори нахер этот мир, если в нем нет Украины. Помнишь, я такое сказал? Ну нахрен мне этот мир, если в нем нет Украины. Ну или ей отвели какую-то неправильную роль. Логика? Логика. Про переворот доски говорили? Говорили. Теперь по поводу весь мир пусть сгорит, если в нем нет Украины. Мы разобрали, что такое Энгельсы и так далее, что самолеты взлетают, и об этом знают товарищи в США и так далее, и так далее. И это стратегический аэродром. То есть он не секретный, он обязан быть открытым. Там нет никаких, их не защищают, потому что они защищены СНВ-3, международным договором. То есть это вещи, которые нет смысла ни от чего защищать и прикрывать. Они должны быть открыты, доступны для контроля внешнего и так далее. И вдруг сообщается, что Украина нанесла удар именно по этому аэродрому. Скажи, мой друг, пожалуйста, что произошло потом по линии вот этого товарища главы Министерства обороны и главы Министерства обороны США и обороны России? После того, как Украина нанесла удар по аэродрому, который один из 4 по СНВ-3 лежит в основе гарантии стабильности, ну и как это, стратегического паритета, ТРР между США и Россией. Как что? Как США сказали, мы ни при чем. Ну, они это сказали чуть позже. Я думаю, что сперва министр обороны США, был в неприятном положении, я бы так сказал. Назовем это культурно. Потом в неприятном положении постоял чуть-чуть министр обороны Британии. А может, не чуть-чуть. Ближе к вечеру состоялся телефонный разговор внезапно министра обороны США и министра обороны Украины. Помнишь тот день? Зайди в Google. Ближе к вечеру. Угу. Поговорили о мире во всем мире. Да. Поговорили, да. Значит, до этого нужно было ударить по Кощеевой игле по Крымскому мосту. Но, зараза, было не так, как хотели, да. Потом 2 ракеты в Польше. Опять, зараза, понимаешь, эти штаты дали заднюю. 2-й раз. Потом Энгельс. 3-й раз заднюю. Мы ходим в лице Кулебы, говорим, вы знаете, США вас обманывают. Они нам дают оружие, которое может наносить удары по вам. Ну, такой контрольный в голову, правильно я понимаю? Можно я эту тему развивать не буду, потому что если надо, то вы все поняли, о чем идет речь. Сгори весь мир. Если имеет место некий глобальный договор, то единственная тактика Украины, которую мы можем применять, это лупить по их сговору, понимаешь? Они называют это стратегический паритет, там еще что-то. Нет, друзья мои, какой нахер стратегический паритет? Здоровая медведяра приперлась к нам до дому и начинает у нас все крушить вокруг. Мы обращаемся к вам, говорим, вы же это обещали на нас жениться.
Ну, понимаешь? Да. Жениться они не собираются. Вот, предлагают откупиться, между прочим. Вот. Причем какими-то 3 копейками, которые из нас ранее выкачали. Понимаешь? И мы тогда, единственная для нас тактика очень простая. Ах, друзья, так вы мир глобально делите? У нас тут, да? То есть вы как-то вот... Нет, кино не будет. Сперва Крымский мост, 2 ракеты в Польшу, 5 статья. Энгельс. А надо будет и Севастополь, и все остальное. Понятно? Да, очень интересно. Друзья, я всех приглашаю подписаться на канал Михаила Чаплыги и на телеграм-канал тоже. Ссылки будут в описании. Всех призываю подписаться на мой телеграм-канал, сделать выводы после нашего разговора с Михаилом, думаю, несложно. Напишите и поделитесь своим мнением в комментариях. И мой финальный вопрос, ну вот чтобы как бы заключительную часть нашего разговора, как бы подвести определенную черту. Действительно, вопросов много. Но маркер и показатель ли то, что пресс-конференции итоговой в этом году, ежегодной, у Путина не будет. И после такого хайпа о том, что как это не будет, что же произошло, как это, нечего сказать, появилась информация, что все-таки ладно, да, выступит перед Советом Федерации 27 декабря. Михаил, 10 лет было, а сейчас нет. Это ведь тоже о чем-то говорит? Да, это говорит о том, что они очень боятся различного рода провокаций и разных вещей. Да? Страх. Это и есть вот тот яд, который они получили в ответ. Я когда-то еще в конце марта говорил, я очень люблю море. Вот представь себе, что ты заходишь в море, и там такой красивый ежик, морской ежик, да? Можешь ли ты его взять руками и раздавить? Конечно, можешь. Но ты себе представляешь тот яд, который будет впущен в тебя? Я, не знаю, сколько тебе надо раздавить так ежей для того, чтобы этот яд остановил твое сердце. Но предположим, что яд смертельный. Так вот, когда ты берешь ежика, ты можешь его раздавить, да. Ежику будет совсем плохо. Но яд, который попадет в тебя, убьет тебя неизбежно. Хотя да, это будет не сразу, как ты раздавил ежика. Это будет через 2 часа, через 3. Но это случится. Понимаешь? Так вот, тот яд, который они получили, это страх. А страх разрушает все. Они боятся провести парады. Они боятся провести пресс-конференции. Они начали бояться спать даже в Сибири. И тут... скажем так, вот то, что говорят наши очільники по поводу того, что мы добьемся того, что им не будет безопасно нигде. Нигде. Ни в этом аэропорту Энгельса, ни в Москве, ни в Сибири, ни в Крыму тем более. Это тоже правда и правильная тактика. Они не могут спать спокойно. Понимаешь, в чем дело? Страшнее события, страх и ожидание этого события. А может, его и не будет. Но именно страх ожидания убивает. И, собственно говоря, эту задачу мы решаем эффективно. Да, может быть, по размерам и по силе мы не такие сильные, как тот медведяра, что к нам приперся. Хотя мне говорят, что у них другой тотем, и медведь это не их тотем. Но тем не менее. Но он здоровее. Понимаешь? Но что мы можем? Мы можем сделать тактику 1000 порезов, и он истечет кровью. 1000. Может быть, одного такого, знаешь, мощного меча мы не поднимем. Да. Но мы сделаем 1000 порезов, и он истечет кровью. Это прекрасный финал нашего разговора. Миш, спасибо большое за твое время и твои мысли. Друзья, берегите себя, всем желаю добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.